Вы всегда спрашиваете, как я готовлю для себя завтрак и чем я завтракаю. В этом ролике я покажу варианты завтрака, обеда и ужина для лета. Я, конечно, покажу несколько вариантов, но они могут быть разными. Вы сами можете варьировать. Я буду показывать из тех продуктов, что у меня есть, но и рассказывать, как вы можете по-другому еще делать. Я в основном утром стараюсь есть кашу. Для этого я с вечера использую такой термос. Сюда кладу цельнозерновую овсянку, в нашем случае, да. Вот, насыпаю. Я овсянку всегда люблю готовить с молоком, поэтому полстакана горячего молока и заливаю кипятком. Примерно полстакана. И, конечно, добавляю немного соли. Я все делаю на глаз на самом деле. Все это хозяйство закрываю. И оставляю на 6-8 часов. Я положил примерно вот такую чашку цельнозерновой сухой крупы. И утром получу вот такую чашку. Через 7-8 часов каша готова. И после пробежки я прихожу, накладываю эту кашу. Конечно, вы сейчас понимаете, что это магия монтажа. Я просто показал, как я накладываю, а потом уже готовую кашу. Здесь вы, как видели, есть только молоко, вода и немного соли. Я люблю молоко, поэтому я всегда в кашу добавляю молоко. Кто-то может и на воде. Поэтому вот вы делайте, как вы любите. Только на молоке варить я все-таки не рекомендую. Нужно пополам вода и молоко. Я говорил о том, что я добавляю в кашу семена. Вот у меня здесь сборные семена, семена тыквы, кунжутные семена и семена льна. Вот я примерно 2 столовые ложки семян добавляю. А вы можете добавить 1 столовую ложку или 2. 2 это максимум. Вы можете 1, пол столовой ложки. Можете добавить не сборные, а семена чиа, например, или только семена льна, или только тыквенные семена. И всегда учитывайте, сколько раз вы в течение дня едите и сколько будете есть этих семян и клетчатки за обедом и ужином и так далее. Так как я потратил много энергии, мне нужны больше калорий. Поэтому я вот грецкие орехи немного так перемалываю. И примерно вот здесь где-то, наверное, 20 грамм грецких орехов я добавляю сюда. И еще, вы, наверное, удивитесь, добавляю я сюда топленое масло. Вот я в каком-то ролике про завтрак говорил про топленое масло, 5 ложек я ем, да. Я, конечно, имел в виду 5 ложек растопленного масла. А когда вот такое, я примерно вот такую порцию ем. Но с топленым маслом вы будьте осторожны. Повышенные уровни холестерина, плохого холестерина. Если вы страдаете излишним весом, то топленое масло можно, только нужно немного, не больше, чем половина этой порции, которую я добавил. И вот такая у меня сытная каша получается. Так как в моей каше никогда не присутствует сахара, сахар я никогда не добавляю. Бывало так, что я в гостях утром пробовал кашу с сахаром. Мне очень не понравилась такая каша, потому что я не смог съесть. Когда ты не ешь сахар, вкус сахара тебе кажется не очень приятным. Потому что сахар нужно распробовать. Если ты распробовал и ты как бы подсел на сахар, конечно, от этого отказаться сложно. А те люди, которые сахар не едят, они не хотят есть на самом деле. Цельнозерновая овсянка – это источник сложных углеводов и клетчатки. В овсянке у нас содержатся бета-глюканы, ферментируемые
растворимая, гелеобразующая клетчатка, да, она, попадая в кишечник, становится бактерием для нашей кишечной микрофлоры, кормом для бактерий нашей кишечной микрофлоры, и еще она набухает и на себя абсорбирует кое-какие вещества, которые в кишечнике лишние, в том числе и желчь, и холестерин и так далее. Второй ингредиент – это орехи. Здесь грецкие орехи. Грецкие орехи – это жирный продукт. Я про орехи делал ролик, вы можете посмотреть. Пищевая ценность грецких орехов 100 грамм примерно содержит 650 килокалорий. Поэтому с орехами очень надо быть осторожным. Я примерно 15-20 грамм добавляю. И орехи – это источник снова, опять же, клетчатки. Это источник ненасыщенных жиров. А в грецких орехах есть альфа-линоленовая кислота, это предшественник омега-3 жирных кислот. Да? С утра это очень хорошо. Плюс орехи, конечно, дают мне калорий, которые мне необходимы после 10 километров бега. Ну и я добавляю семена. Эти семена, на самом деле, я про них делал ролик. Они очень понравились моему кишечнику. Я когда начал добавлять в кашу, вообще в еду эти семена, у меня кишечник начал работать по-другому. И, конечно, эти семена являются тоже источником клетчатки, минералов, там, цинка, магния, селен в некоторых семенах много. И, конечно, там есть некоторое количество тоже ненасыщенных жирных кислот. А топленое масло – это жир. Я всегда говорю, завтрак должен состоять из сложных углеводов и жиров. Поэтому я чаще всего употребляю топленое масло. Кхи. Вы можете употреблять другое масло, если не хотите топленое. Вы можете положить в кашу чайную ложку масла черного тмина. То, что я иногда тоже делаю. Я же не каждое утро одно и то же ем. И не каждое утро одни и те же масла добавляю. Или можете добавить льняное масло. Но учтите, что льняное масло, он на вкус специфический. Не всем нравится. Мне в том числе. Я льняное масло не добавляю. Просто у меня стоит. Другие виды готовки мы используем. Иногда в салат и так далее. Но так как я сахар не ем, моим рецепторам нужны какие-то вкусовые, удовольствие вкусовое получить, да, я добавляю сушеные такие фрукты. Я например, здесь черника сушеная. Черника, она очень полезна для глаз. Это не только клетчатка, но и антиоксиданты, витамин и так далее, да, витаминный комплекс. Такая тарелка каши – это очень калорийное блюдо. Здесь, наверное, 700-800 килокалорий точно есть. Но съев такую пиалу каши, я ничего другого не ем. Конечно, я пока ем кашу, я могу добавить сухофрукты, чернослив или курагу, просто съесть с этой кашей. Вот и все. И это все запивается чаем. Я кофе не пью, поэтому черный или зеленый чай я могу выпить. Сейчас у нас лето, поэтому зеленый чай можно пить. 700 килокалорий – это для многих очень много. Это практически 1/3 дневного колоража обычного человека. Поэтому вы, когда едите кашу, готовите себе кашу, вы должны это учитывать. Почему я калорийность говорю? Потому что, чтобы вы понимали, да, я за утреннюю пробежку я уже потратил 600-700 килокалорий. Поэтому если я не съем, я до обеда не доживу просто, да? Работать не смогу. У меня голова даже не будет соображать. А здесь я съедаю, и до обеда, до часу, это примерно съедается 8 часов утра, и до часу я спокойно, до 1:30 буду ждать обеда. У меня нет перекусов, и вам не советую перекусывать. Если у вас нет утренней пробежки, но есть даже зарядка какая-то, зарядка на 700 килокалорий, это не бывает такой зарядки, поэтому вы должны съедать намного меньше. Возможно, половины, а то и 1/3 моей порции. А если вы еще добавляете каши, яйцо или еще бутерброд какой-нибудь, да, вы должны все это учитывать. Все это тоже будет
какие-то калории составлять. Люди, когда считают калории своих блюд, почему-то не учитывают соусы, добавки, там оливковое масло или куда-то добавили, или льняное, или вот тоже топленое масло. Я топленое масло добавил, но это посчитал в калории. На самом деле оливковое масло 100 грамм содержит 900 килокалорий. Когда я не ем кашу, я ем бутерброд из цельнозернового хлеба. Это хлеб, темный хлеб, цельнозерновой. Вот у меня оператор отобрал хлеб, говорит, что очень вкусный. Из этого делаем бутерброд. Я обычно мажу сливочное масло. Я знаю, что многие люди любят сливочное масло. И многие люди, когда я рассказываю про топленое масло, спрашивают, а сливочное можно? Конечно, можно. Сливочное масло от топленого масла отличается только тем, что в сливочном масле есть, кроме жиров, еще и другие примеси. И я про сливочное масло тоже делал ролик, вы можете посмотреть. На сливочное масло я накладываю авокадо. Давайте здесь. И вот авокадо, если она очень такая мягкая, вы можете вот так прямо ложкой снять. Вот так. И получается вот. И можно нарезать слайсами. Про авокадо ролик надо сделать. Это очень полезный продукт. Это источник ненасыщенных жирных кислот. Здесь много полезных жиров, много витаминов. Я авокадо полюбил как раз, когда я какое-то время с дедушкой находился в Америке, в Калифорнии. Далее режем лимон немного. Вы можете делать по-другому. Я люблю, когда на авокадо чуть-чуть выжимается лимон. Он дает такую кислинку. И, конечно, малосольную рыбу. Здесь у нас семга, по-моему. Что вы из этого получаете? Цельнозерновой хлеб – это источник клетчатки, источник сложных углеводов, энергии, топлива. Да? Здесь у нас сливочное масло, это жир, но это насыщенный жир, животный жир, который нам необходим для того, чтобы запустить пищеварительную систему, чтобы включить огонь пищеварения с утра. Второй – это третий, то есть продукт в этом бутерброде – это авокадо. Авокадо – это тоже источник ненасыщенных жиров, то есть растительных жиров, полезных жиров, омега-3 жирных кислот. Ну и в авокадо есть еще и витамины, и клетчатка тоже есть. Ну и, конечно, сам непосредственный источник омега-3 жиров – это рыба малосольная. Рыба, она имеет тоже калорийность хорошую, потому что это жирные сорта рыбы и малосольная рыба. Плюс добавим еще 2 яйца, это белки уже, да. И плюс можно добавить еще и орехи, и сухофрукты. Все, что необходимо за завтраком, сложные углеводы и жиры в этих сочетаниях содержатся. И такой завтрак, он по калорийности будет уступать завтраку с кашей. Здесь, наверное, 500-600 килокалорий будет, если мы не будем добавлять орехи и сухофрукты, добавим сюда 2 яйца. Если вам такой завтрак нравится, вы можете тоже готовить такой же завтрак. Кто бутерброд будет? Спасибо. Я сейчас предвкушаю ваши комментарии о том, что авокадо – это дорого, рыба – это дорогой продукт. Да, я понимаю, я не говорю, что это дешевый продукт, но вы должны понимать, если вы хотите быть здоровым, вы должны питаться правильными продуктами.
некоторые правильные продукты, они стоят дорого. Но учитывайте, что вы съедаете за завтраком не целый авокадо, даже не половину авокадо, а 1/4 авокадо, да? И рыбу я всего 2 кусочка нарезал, но на самом деле я съедаю, конечно, 2 таких бутерброда, поэтому половина авокадо и рыбу немножко побольше, но это мои энергозатраты большие, а вам чуть меньше можно. А сливочное масло, вы знаете, это классический продукт, который есть у всех. И цельнозерновой хлеб, на самом деле, он недорогой. И если рационально питаться, так как я показываю, вам не надо будет делать перекусы. Вы, когда не делаете перекусы, а питаетесь 3 раза в день, полноценные такие, сбалансированные продукты едите, вы наедаетесь. И у вас надолго чувство сытости появляется. Плюс вы получаете с продуктовым питанием все необходимые витамины, микроэлементы, клетчатку, жиры, насыщенные, ненасыщенные и так далее. Все виды жиров. И все, и вы закрываете практически весь все, что нужно для здоровья. Если с этой точки зрения смотреть, это недорого. И плюс, учитывайте, если вы будете говорить на все продукты дорого и будете питаться плохо, возможно, вы потратите мало денег на еду, но через какое-то время вы потратите очень много времени и денег на здоровье. Это был завтрак, а теперь мой любимый обед. За обедом я всегда съедаю тарелку салата и что-нибудь на второе. Первого у меня за обедом нет. А на второе сегодня я покажу мясо, баранину с картошкой, потому что баранина у меня сейчас на огне готовится. Я люблю баранину, вы, наверное, поняли. Ролики про мясо я делал, где я нахваливал этот продукт. Мой салат в основном, летний салат, состоит из огурцов, помидоров, салат романа, сельдерей, базилик, это кинза, укроп и петрушка. И авокадо, конечно. Все это поливается лимоном, оливковым маслом. Давайте начнем. Огурец – это на самом деле такой, с энергетической точки зрения, немного бесполезный овощ, но очень вкусный, объемный, так как содержит много воды, немного здесь клетчатки, совершенно немного, очень немного углевода и немного витаминов группы В и С. Да, все. Люблю, когда огурцы нарезаны тонко. И вот кончик огурца стараюсь не класть. Огурец хорош тем, что создает объем, но у него очень мало калорий, практически нет. Помидоры. Помидоры бывают разных цветов. Вы можете вообще не заморачиваться, любой цвет помидора брать, какой вам нравится, и класть в свой салат. Я тоже, какой попадается, такой помидор кладу. Помидор – это такой же продукт, как огурец, тоже на 95% примерно состоит из воды, но в помидоре, помимо всего этого, тоже объема много, калорий минимум, практически нет. Здесь есть антиоксиданты, вот этим-то. И эти антиоксиданты как раз-таки красят в разный цвет помидор. Помидоры очень вкусные овощи. Придает салату, то есть вкус. Многие люди, когда говорят про салаты, сразу ассоциируют салаты с помидорами и огурцами и придают этому большое значение, потому что думают, что там очень много разных полезных веществ есть. Но на самом деле это не так, это просто объем создает, малокалорийные, вкусные такие овощи, но там и клетчатки минимум, и этих витаминов, то, что пишут, на самом деле минимум. Вот в помидоре, да, антиоксиданты есть, вот и все. И еще помидоры, говорят, нельзя людям с подагрой. На самом деле можно. Салат романа
это по-другому римский салат. Это основа салата «Цезарь». Здесь, конечно, посерьезнее овощ, чем огурцы и помидоры. В этом салате витамина практически 140% на 100 грамм продукта от дневной нормы в виде бета-каротинов. Витамин С содержится и витамин К. Витамин К тоже здесь очень много, больше 100 с лишним процентов на 100 грамм продукта, на 100 грамм салата от дневной нормы потребления. Ну и, конечно, салат, опять же, содержится из воды, 95% практически, да, и этот продукт является источником клетчатки. Клетчатки здесь немного, 2 грамма может быть. Вообще в овощах, салатах все думают, что это основной источник клетчатки. На самом деле это не так. Основным источником клетчатки является больше цельнозерновые продукты. Если вы не любите салат романо или по какой-то причине этот салат не употребляете, вы можете любой другой салат положить, и вплоть до белокочанной капусты. Тут никакой разницы нет. Следующий овощ у нас сельдерей. Сельдерей это такой же овощ, примерно как салат романо, только здесь витамин К, витамин С и витамин Е. Но сельдерей является источником калия. В сельдерее очень много калия. Ну и здесь немного клетчатки, тоже до 2 грамм на 100 грамм продукта. Очень полезный для мужчин. Это все мужчины должны знать. Я сельдерей употребляю иногда в салате, иногда утром сельдереевый сок. Сельдерей и зеленое яблоко 1 к 1, очень вкусный сок получается, попробуйте. Плюс можете вообще без зеленого яблока, если хотите. Ну и по утрам я иногда употребляю еще свекольный сок. Ну и, конечно, зелень. Зелень – это настоящая витаминная бомба. Здесь и антиоксиданты, и биофлавоноиды всякие, да. Растительных антиоксидантов здесь очень много. Разных витаминов группы В, С, К и так далее. В зелень вообще нужно употреблять летом и осенью ненормированно. Это один из самых таких доступных продуктов в это время года, которые очень полезны для нашего здоровья. Они не имеют вообще никакой калорийности. Зелень надо добавлять во все. Зелень нужно добавлять во все. Вот я как любитель мяса, я очень много зелени ем. Когда я варю мясо или ем мясо, я во все добавляю зелень. И когда мы дома готовим мясо, мы можем просто вот целую тарелку зелени, ну это в основном летом, осенью, да, когда сезон, можем целую тарелку зелени положить, есть мясо и просто зелень жевать рядом с мясом. И это вкусно, это полезно, и когда мы мясо с зеленью едим, мы нейтрализуем все канцерогенные свойства красного мяса. Поэтому зелень – это источник самых лучших, самых хороших антиоксидантов. И еще хочу вам сказать, чтобы вы не ограничивали себя только укропом и петрушкой, как многие делают, а ешьте разные виды зелени и разные покупайте, употребляйте. Мы даже иногда употребляем листья от свеклы, как зелень, да, это тоже можно. И зелень вообще, он не переваривается у нас в кишечнике, он выходит в таком же виде и не имеет никаких калорий. И помните о том, что мы в день должны съедать от 500, это самый минимум, до 800 грамм овощей и зелени. И вот зелени как раз по сравнению с овощами побольше клетчатки. Здесь, конечно, не так, как в цельнозерновых продуктах 10 грамм, да, на 100 грамм, а поменьше, 5 грамм, но больше, чем овощей. Вот на что, но на зелени нельзя экономить. Зелень, это не самый дорогой продукт, цена разная бывает. Когда мы покупаем
продукты, особенно овощи, мы должны покупку начинать с зелени, потом другие овощи, да, тогда у нас будет больше зелени. А то многие люди покупают сначала картошку, там, потом болгарский перец, еще что-то, потом в конце так зелень чуть-чуть придать. На самом деле летом и осенью вы должны сначала зелень брать, потом какие-то овощи, которые вам необходимы. Вы можете вообще овощи не покупать, а покупать зелень только, и есть салат из зелени. Этот будет супер полезный салат. Дальше у нас авокадо. Авокадо мы используем половинку, оставшуюся от завтрака. Авокадо, когда вы выбираете, он должен быть не твердым, но и не совсем мягким. Он должен быть таким апельсин, когда выбираете, да, он такой упругенький, но и не мягкий, да, и не твердый, как яблоко. Авокадо – это не самый важный ингредиент салата, но дополнительные жиры неплохо. Авокадо – это источник жиров, ненасыщенных жиров. Здесь очень много омега-3 жирных кислот. Поэтому, если есть авокадо, то добавляйте в салат. Но иногда я знаю, что жарким летним днем авокадо в салате не очень хорошо как будто бы заходит в салат, да? Не как будто утяжеляет салат. Такое бывает, я даже сам такое чувствую, но так как у меня авокадо был, я его положил. Все овощи положили в салатницу. Я всегда все это дело заливаю лимоном, просто выжимаю лимон. Могу целый лимон, могу половину. Чем больше лимонного сока, для меня кажется вкуснее. Кто-то, если не любит лимонный сок, не нужно лимонный сок добавлять. Туда насыпаем соли. Вот насчет соли сейчас будет много споров. Я кладу побольше соли, потому что я люблю соленые. И плюс я тренируюсь. То есть я, когда тренируюсь, я теряю много соли. И поэтому, если вы не тренируетесь, не потеете, не добавляйте соли много. Но бессолевая диета, я об этом рассказывал, она тоже имеет свои минусы, как плюсы, да. Как всегда я говорю, нет абсолютно полезных продуктов и нет абсолютно вредных. Ну и оливковое масло заливаем. Но масло, когда заливаем, мы помним о том, что масло это оливковое. Это очень полезное масло, много омега-3 жирных кислот, то есть в виде альфа-линоленовой кислоты, это предшественник омега-3 жирных кислот. И поэтому масло, когда заливаем, думаем о калориях. Сколько калорий я потратил, сколько калорий я буду употреблять. И если мы в такой салат зальем 50 грамм, например, оливкового масла, это уже 450 килокалорий. Ну, 450 – это 1/4 часть дневной затраты всех энергий. Да? Такому продукту, такому салату дает, наверное, вот калорийность только оливковое масло и половина авокадо, который я положил. Других тут калорийных вещей нет. Соли побольше положил, потому что все эти овощи на 95% состоят из воды, а вода быстро, хорошо поглощает соль. Такую порцию салата, это, наверное, полкило, может чуть меньше, нужно съедать за обедом. Это большой объем, минимум калорий. Сюда добавим какое-то одно блюдо, и вы будете сыты. Уже предвкушаю комментарии, как полкилограмма я никогда даже за целый день не съедаю. Да, конечно, это я съедаю полкилограмма, потому что я опять добавлю, что занимаюсь тренировками и так далее. Утром пробежал, вечером приду еще что-то делать. Но вы можете поменьше порций делать для себя. Но учтите, многие люди почему-то мне жалуются, что я не наедаюсь. Но не надо наедаться хлебом, картошкой или чем-то еще, гарнирами. Да? Наедайтесь салатом. Больше объема салата набивайте живот, то есть желудок, да? А поменьше других продуктов. Тогда и объем будет, и энергетическая ценность правильная будет, а калорий будет намного меньше. Сегодня у нас баранина. Баранина
я кладу в холодную воду, включаю и довожу до кипения. Как вскипает, моя фишка это, я кладу туда же картошку, и картошка готовится с мясом вместе. Я не готовлю баранину по 20-30 минут или по 2-3 часа, тем более. Да? У меня баранина готовится 15 минут примерно. И как только вытаскиваю горячую баранину, я обязательно солю очень быстро. Сейчас многие комментаторы, наверное, скажут, вы очень много соли едите. Я еще раз повторяюсь, я соли много ем, потому что я тренируюсь, я потею много и теряю много соли. И я не люблю, когда мясо разваренное, когда оно мягкое, его просто отрывается. Я люблю, когда можно пожевать. Чем хорошо такое блюдо? Тем, что я всегда говорю, мясо нельзя разогревать. Если такое мясо вы даже не съедите полностью, у вас есть возможность съесть его вечером холодным, не разогревая. С этим мясом до вечера ничего не случится. Только его нужно употреблять сегодня же. До завтра не ждать. Ну, потом после всего этого можете добавить по вкусу специи разные, аджика там или что вы любите, черный, красный перец. В моем случае это тибетский перец. Сюда входит и красный перец, и кардамон, корица, карри, куркума, все сюда входит. Все, о чем я говорю, именно и согревающие, и раздражающие специи, и все это перемешивается немного в таком перечном масле. Я всегда говорю, что летом и осенью много специй нельзя, особенно осенью, потому что осень время желчи, но мне кажется, я немного положил. И на самом деле красное мясо это не канцерогенный продукт. Канцерогенный продукт это переработанное мясо. 2 раза в неделю красное мясо, если будете употреблять, никакого вреда себе не нанесете. Но зато это источник железа, ну, источник биодоступного белка со всеми незаменимыми аминокислотами. Ну и мясо, вообще баранина вкусное мясо, и говядина тоже вкусная. Особенно люди, которые занимаются спортом, они, я считаю, что должны съедать 2 раза в неделю красное мясо. В остальные дни можете рыбу, морепродукты, белое мясо, там, куриная грудка, ножку, индейку и так далее. Все, что любите. Я раньше ел 6 дней в неделю красное мясо, 1 день может быть какой-нибудь морепродукт, но пока я начал делать ролики, вот уже больше года делаю эти ролики, на самом деле я начал пересматривать свои взгляды по поеданию вообще мяса. И у меня действительно в моем рационе количество красного мяса сократилось в 3 раза, а то и больше. И иногда у меня отпуск бывает вообще без мяса. Вот это для меня вообще большой прогресс. Вот люди спрашивают, а как я это люблю? Я тоже люблю баранину, но если пересматривать не так, как вот я люблю, но мне нужно отказаться, да? Нет, не таким образом. Именно учитывая плюсы и минусы продукта и что для тебя нужно. Вот, например, я учел свой возраст, да, и свой образ жизни, и у меня тренировки, нагрузка такая же примерно осталась, чуть уменьшилась, поэтому я решил уменьшить потребление красного мяса, так как это чревато дальнейшим повышением холестерина, это слишком много белка, тоже плохо, я об этом рассказывал в своем ролике. Ну и когда разнообразие есть, это более полезно, чем одно и то же съедать все время, просто потому что ты любишь. Вот из чего состоит мой обед. На самом деле такой обед приготовить много ума и времени не нужно. Это несколько овощей нарезал, туда насыпал соли, перца и так далее, и залил все это лимоном и оливковым маслом, закинул в холодную воду куски мяса баранины, включил плиту, через 15 минут уже готово, да, как вскипел, картошку туда положил. Здесь я
2 картошки почистил, четвертовал их и положил, и все. И все. И через 20, может 30 минут, пока мясо готовится, вы уже салат приготовили. И мясо приготовилось, вытащили, чуть порезали и посолили, поперчили. И вот вкусное блюдо из большой порции салата и мяса с картошкой. Мясо – это источник белков. Днем у нас это время желчи. Во время желчи за обедом мы должны есть продукты, которые тяжело усваиваются. Тяжело усваиваются – это животные белки. Вот мясо, красное мясо. Здесь много железа, много белка, полноценного белка, биодоступного белка. Картошка – это углеводы, энергии. До ужина мне точно хватит. Здесь я мясо не все положил. Я ем, наверное, вот в 2 раза больше, чем здесь наложено мясо, да, потому что я не хотел вас смущать, но это немного мяса. И картошки, да, примерно то количество, которое я ем, мясо тут даже в 3 раза больше могу съесть. И вот такая тарелка салата. Наверное, кто-то из вас сейчас скажет, как же там картошка еще и с мясом, там много крахмала, углеводов, совместимые блюда. На самом деле картошка очень совместима с мясом. И мясо у меня с прожилками жира, да, здесь жирное мясо. Поэтому это очень сочетаемый продукт. И крахмал, если картошка сейчас уже она остынет, да, она становится резистентным крахмалом. А резистентный крахмал – это и есть корм для бактерий нашего кишечника. Если вам энергии не нужно столько, вы можете не есть картошку за обедом. Просто я сейчас готовлю то, что я ем, а мне энергия нужна. И углеводы за обедом нужны. Здесь нет углеводов, никаких калорий, здесь кроме жиров, да. Здесь белки с жирами, калории, конечно, есть, да. А углеводы где? Вот углеводы, картошку. Могу сюда перловку приготовить. Или бурый рис какой-нибудь поставить. Но рис с мясом не очень сочетается. Перловка тоже, картошка лучше. Если бы я приготовил рыбу, я бы, наверное, рис приготовил. Если бы я приготовил курицу, я бы мог перловку приготовить. Вот так, сочетайте. Я приготовил то, что я люблю. При 3-разовом питании мы ужин не отдаем врагу. Но ужинаем очень скромно. Я сегодня показываю свой ужин, но вам на заметку, если от обеда остался салат, вы его можете использовать на ужин. Но если не остался, вы можете делать другой салат. Вы можете нарезать те же овощи или по-другому немножко комбинацию сделать, редиску добавить, еще что-нибудь, да, болгарский перец туда добавить, зелени тоже побольше добавьте. Или же можете, вот люди ветра, у кого слизи много, холода много, тем лучше сварить вареные или тушеные на пару, на гриле приготовленные овощи, например, крестоцветные, брокколи и так далее. Я тоже так иногда делаю, но летом все-таки хочется больше свежих овощей, поэтому летом свежие овощи, салат. Так как я тренируюсь, я за ужином в этот салат добавляю яйца. 2 яйца крутую сваренных, вот так пополам режу, просто туда кладу и все это съедаю. Если я, например, утром за завтраком уже яйца ел, то, конечно, за ужином я яйца не могу добавить, потому что в день 4 яйца это будет очень много. Когда советуют в неделю не больше 5 яиц, но с холестерином у меня проблем нет, поэтому я могу позволить, но 4 яйца в день я не смогу съесть даже, мне не захочется. Я могу добавить вот такую пиалку кедрового ореха. Кедровый орех – это один из моих любимых орехов. Это орехи моего детства. У нас в Бурятии кедровый орех растет в очень большом количестве. И мы, все дети, все едят кедровый орех с самого детства. Кедровый орех – это очень калорийный, жирный продукт. Тоже много там клетчатки, много жиров разных, ненасыщенных жирных кислот, да.
то есть растительных жиров. Когда вы такую порцию кедровых орехов туда добавите, салат будет уже совершенно другим, очень питательным. А зачем такой питательный салат нам на ужин? Ну, мы должны учитывать, что у нас ужин до 7 вечера, у меня ужин до 6 вечера. Я засыпаю где-то в 11, в 11:30, иногда и в 12, иногда и за полночь. У меня дети, они не всегда засыпают тогда, когда нужно. Но я должен создать такой запас энергии, чтобы мне не захотелось 9 вечера кушать. Поэтому я добавляю орехи. Вы можете по своему усмотрению уже не столько орехов, но и не кедровых даже, если не любите. Грецкие орехи, грамм 20 тоже можете добавить туда. Тоже, чтобы вечером не захотелось есть. Ужин зачем нам нужен? Ужин нам нужен для того, чтобы мы имели запас по калориям, чтобы нам не захотелось есть перед сном. Для этого очень хорошо подходит салат, большая тарелка, которая дает объем, да, овощи всегда дают объем, это клетчатка, но в кишечнике не скукоживается, плюс там много воды, плюс орехи, в которых много клетчатки тоже, да, которые начинают тоже питать нашу кишечную микрофлору. Некоторые клетчатка в орехах, она растворимая, то есть набухает, тоже создает объем. Плюс в орехах много жиров, создает сытость. И надолго как утоляет голод и жажду. А яйца вместо орехов, яйца источник белков. Если вы собираетесь вечером тренироваться еще раз, тогда яйца нужны, потому что они будут давать белки, которые нам нужны для тренировок, для роста мышечной массы. Но и пожилым людям я бы советовал белки есть побольше. Я делал ролик про белки, вы можете посмотреть на моем канале. Вот там говорится о том, что 0,8 грамм белка на килограмм веса тела нужны молодым людям, от 20 до 30 лет. А вот дальше от 30 до 45-50 лет нужно уже 1,2 грамма белка на килограмм тела. А вот от 65 уже 1,8 грамм. А после 75-80 лет 2 грамма на килограмм веса тела нужны белки. Потому что когда мы взрослеем, стареем, мы теряем мышечную массу. Плюс белки плохо усваиваются, не в полном объеме. Поэтому белки мы должны употреблять и животные, и растительные в комплексе. И 2 грамма белка на килограмм веса тела – это очень много. Это, например, большой такой стейк. Да? Если человек 80 килограмм весит, ему нужно употреблять 160 грамм белка. 160 грамм белка – это примерно больше полукилограмма, даже 600 грамм говядины. Это огромный стейк. Вуаля! Магией монтажа у нас появляется запеканка, творожная запеканка. Конечно, вот такую творожную запеканку вместо салата с яйцом или с орехами. Я такую запеканку не готовлю, не буду врать, я не умею готовить. Моя супруга готовит. И в один из следующих роликов я обязательно покажу приготовление такой запеканки, потому что такая запеканка, она особенная, не любая творожная запеканка. Тут тоже входят такие продукты полезные, да, и я расскажу, почему, чем это полезно. Ну а пока вы можете любую творожную запеканку тоже пробовать есть, сырники. И многие из вас скажут, а как же так, нельзя же есть кисломолочные продукты после 5 вечера. Ну да, творог со сметаной после 5 вечера нельзя есть, потому что это слизеобразующий продукт. Особенно людям, у которых есть проблемы со слизью. А запеканка – это уже термически обработанный кисломолочный продукт. Когда термическая обработка проходит, свойство продукта меняется, и слизеобразующие свойства его снижает. Вот так выглядит мой завтрак, обед, ужин. Как вы видите, здесь ничего сложного нет. Вы должны понимать, что еда – это не только средство
получение удовольствия, оно не только должно быть вкусным, оно должно быть полезным, сбалансированным и рациональным. Для этого вы должны всегда продумывать, что вы едите на завтрак, что вы должны есть на обед, что вам нужно на ужин. И нужно все это комбинировать, конечно, совмещать в зависимости от вашего образа жизни. Мой образ жизни – это активный образ жизни. По утрам 8-10 километров пробежки, вечером практически всегда 20-30 минут силовой тренировки или кардио снова тренировок. Это примерно 4000 или 4200 килокалорий затрат энергии ежедневно, поэтому я должен потреблять тоже где-то 4000 килокалорий. Вот почему у меня завтраки такие сытные, большая тарелка каши, там, да, много орехов и так далее. Обед мясо, много мяса, овощей, салатов и так далее. А ужин у меня всегда скромный, потому что я ужинаю на работе. На работе мне на ужин дается 30 минут, и я успеваю съесть салат, туда добавить 2 яйца, или же, вот как я показывал, грецкие орехи или кедровые орехи. Орехи я люблю, поэтому много употребляю и считаю, что орехи – это очень калорийный, хороший продукт, там много ненасыщенных жиров, но орехи не надо есть тем людям, которые худеют. Вы, если будете есть орехи, вы не будете худеть. Орехи очень калорийные продукты, и он очень серьезно увеличивает дневную калорийность рациона. И, пожалуйста, не зацикливайтесь на порциях, там пол чайной ложки или чуть больше, меньше масла, или еще что-нибудь, соли много кладу или мало кладу. Вы же видите, я действительно сегодня готовил так, как я всегда это делаю. Я все на глаз так делаю. Самое главное, солью не пересолить, да, если мало соли, можно еще досолить. А с маслом, ну, примерно, всегда я говорил, что когда масло выливаем, мы должны понимать, что это очень калорийный продукт. И вот для себя вы делайте вывод, вам нужны калории или не нужны. Если не нужны, меньше кладите. Если нужны, то побольше положите, и все. И тем людям, кто заказывает еду в ресторане, кто не обедает дома, и у меня такое бывает, я не обедаю дома. В ресторане в любом можно заказать салат, тот же цезарь или греческий салат, да, цезарь с курицей можно. Или просто сейчас много будет в ресторанах летнего салата. И плюс какое-нибудь одно блюдо. Второе. Пюре с котлетами, например. Я всегда так делаю и нередко, потому что я не всегда прихожу дома обедать. Вы, наверное, заметили, что в моем рационе очень мало выпечек. Практически их нет. Вот это не зря, потому что я их в действительности, да, не употребляю. Я ем из выпечки хлеб, иногда я ем за ужином запеканку творожную со сметаной могу съесть, а иногда я ем за ужином, могу сырники съесть вместо салата, да, вот, для разнообразия. Но выпечки, там, печенье, пряники, какие-то там еще тортики, пирожные я вообще не употребляю. У нас дома, в нашем рационе таких продуктов практически нет. И действительно, если только питаться вот такими продуктами, как я питаюсь, и не покупать выпечки, лишние деньги не уходят в никуда, на пустые калории. А те деньги, которые мы тратим на всякие сладости, мы можем потратить на зелень, на овощи.